Алло, Да-да, привет, привет. привет, меня слышно нормально? Да-да, хорошо списывают. Круто, круто. Рад познакомиться, такой возможности пообщаться, обсудить вообще, что к чему. А, Слушай, так, ну, подождем сейчас, наверное, немного народ общий в Ну, целом. А ты вообще, конечно. ты у Алены учишься на курсе, да, в общем-то, Да, занимаешься? да, 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 сейчас в процессе Как учебы. вообще, как успехи, что вообще получилось освоить, что не получилось, как думаешь? Смотри, ну, мы сейчас прошли тестирование веб-приложений, там была командная работа у нас сейчас, ну, то есть нам выдали задачу и Мгм. оттестировать веб-приложение, то есть, ну, вот сайте. И мы без помощи, грубо говоря, ну, извне сами организовали работу, сами работали. То есть, ну, такой опыт, ну, детский, но опыт все равно. То есть А, тест-кейсы, чек-листы, всякое такое, да, все вместе. ну, как, класс эквивалентности, граничные значения, бак-репорты, все дела. Клево. Ковырял еще там по Чарльзу, пытался поковырять, подменить ответы, посмотреть, чтобы при пустом, при Ага. подмене, но там закрыта API-шка, поэтому не получилось мениться у меня. Вот, ну, либо я Чарльз плохо знаю пока что. Вот, А зато в нашел смысле, баг. а что за закрытая пишка? Это какой-то специальный отдельный сервак, да, на который надо стучаться Да, и нам проверять, да? выдали, да-да-да, то, что я хотел подменить, то, что там проверка уникальности при регистрации была, и когда ты гоняешь граничные значения, приходится постоянно там логин новый придумывать, вот, А, чтобы прогнать значение, а валидация происходит после кнопки «Сохранить». мгм, То есть, мгм. если она прошла, там, из серии, там, цифры принялось в имени, что нельзя. Это же логин использовать нельзя для проверки, например, там, китайского языка, условно. Ну И да, поэтому да. получается то, что я думаю, хотя бы, ну, посмотреть какие-то ответы, может, ограничения там, если увидите, и чтобы, ну, просто их пробежать быстренько. Понятно, что там много ошибок, в первую очередь, ну, как ну, для учебы. Вот, ну, через DevTools, через Charles, значит, смотреть, и вскрыл, оказывается, что не закрыли бэкдор на пишки. И я Хм. зашел, увидел все e-mail, имена, все-все-все. Слушай, ну это на самом деле неплохой опыт, потому что я когда учился тестированию, ну, это было лет так 14 назад в школе одной, там ни опишек не было толком ничего, и мы больше как по Wireshark. Wireshark больше как используем. То есть, ну, тоже интересный опыт. Но самый кайф, конечно, познается именно в живом тестировании. Мне кажется, ничего не заменит как бы такое тестовое Практика, тестирование. да, я Вот. согласен. Вера, привет. Всем привет. Рад слышать. Так, я не покажусь, у меня такая себе связь. Ну ладно, ничего страшного. Ну, на Рада, самом что деле, познакомиться. да. Рад, на самом деле, что собрались. Просто так в таком тестовом варианте. Сегодня, в общем-то, поговорим, что куда. Вер, у тебя, насколько я понимаю, работа уже в тестировании непосредственно, да? То есть ты уже занимаешься тестированием некоторое время. Не слышу. Микрофон выключен. Да, мы это получим. Ну это по методу одного нашего разработчика. Я говорю с выключенным микрофоном. Да, я с 4 ноября на этой работе и в новой сфере. Мгм. Очень много эмоций. А что за тестирование, чем занимаешься? Веб-тестирование, мобилки или все вместе? Веб. Веб. Ага. Ну, веб это Мобилки у да. нас на аутсорсе. Мгм. Индусы, да, какие тестируют там? Да нет, Или чьи? тоже наши русские. А, И разрабатывают и тестируют. как вообще опыт именно мобильного тестирования? Много откровений, что-то интересного произошло за это время? То есть как бы что-то ничего не ожидала? Или каждый день что-то новое происходит? Ну, по работе мобильное я не тестирую. Ну, в смысле, веб. Веб, ну, да, бывает открытие. Там Что все используешь? логично. Все Ага, логично, потому что без ТЗ результат ХЗ. Ну, вот мы его и получаем. Поэтому я учусь писать ТЗ, ага. а Ну, потом, чтобы по нему писать документацию, ну, как бы переносить документацию, это все для всех, как оно работает, чтобы разработчики могли поэтому потом выполнять задачи. И мне было понятно самой, что тестировать-то на выходе.
Ты знаешь, что самое интересное? Самое интересное, что документация какая-то вообще в принципе есть. Как правило, вообще никакой нет. Из тех что проектов, что я приходил, как правило, там приходишь, и там пустота полная. То есть вот приложение, как им пользоваться, разбирайся сам. Значит, тест-кейсы пиши, чек-листы. То есть хорошо, когда какая-то команда есть вообще. То, как правило, никакой команды нет, когда приводится. Ну, кстати, я на одном интервью сказал, что я люблю хаос, и мне нравится, когда никакой документации и прочего нет, потому что я сам составляю. И я это интервью не прошел, потому что они подумали, что вот человек любит хаос. А на самом деле идея это другая была. А, Вот, ну, что по автоматизации? Есть что-то по автоматизации или пока ничего нет? пока ничего нет, пока я просто навожу порядок, понимаю, как все устроено, Ага. потому что у нас куча всякой взаимосвязи. Там Мгм. есть сайт, к этому сайту есть админка, хорошо, она довольно большая. А Мгм. помимо этого есть еще всякие личные кабинеты партнеров, есть еще Да. иностранный сайт, там тоже есть своя админка и свои личные кабинеты партнеров Ага. и пользователей, и с этим всем надо разбираться. На самом деле, да, такая тема интересная. А по программированию я слышал, что смотришь там все подряд, по IP-шкам, по каким-то еще вещам, но в целом и общем, так понимаю, нет общей картины, да, куда двигаться с программированием. Просто вот... Я просто видел часто тестировщики, многие учат так вот, все подряд, а это как-то вместе не сочетается в единую картину. Или как вообще, какой принцип здесь? Если бы мне не надо было учиться писать ТЗ, и я бы не хотела научиться делать хорошо, да, не изучала бы Мгм. сейчас, как пишут требования, там, вот это все, Ага. то я пошла доучивать питон, чисто чтобы закрыть какой-то гештальт, освоить объектно-ориентированное программирование, а потом бы переключилась на JavaScript. Мгм. JavaScript. Ну, Сейчас здесь все у нас учат. пока, ну, потому что его почти всем надо. Здесь пока до автоматизации далеко. Единственное, что я с бывшей однокурсницей пообщалась. Ну, вот для меня после курса тоже было прикольно. Открытие, что, оказывается, мы обычно тестируем в начале, там, допустим, поля ввода, да, как они Мгм. работают, на валидацию, на все. Проверяем, когда мы только что-то делаем. И бывают разработчики на, ну, заполнение чего-то, вот первое заполнение этой формы все нормально делают, а Ага. потом при редактировании этих правил уже нет. Все, Они не работают. все меняется по пути. Да, так прикольно. Я слышала, что-то ВКонтакте, что ли, такая была фишка тоже. А, Ну и я слушаю, что там у девочки более серьезный проект, они ПО для застройщиков делают. Мгм. У них то же самое. Пока она не пришла, у них, ну, юнит-тестов так и нет, и у нас нет. Юнит-тесты И якобы когда должны писать программисты, хотя по факту часто тестировщики их пишут. Ну, тут зависит от команды, конечно. Мгм. И что? Да, и пока она не пришла, не было тестирования API как такового. И я Мгм. после этого всего смотрела в пирамиду тестирования, такая, блин, это же получается у нас покрытие тестами должно быть наоборот. Не так, что мы получили и пытаемся что-то через фронт понять вообще через черный ящик, что-то там тестировать, да, и перебирать это все. У нас оно должно было уже там в основе, ну, в процессе проверено на 10 раз, а здесь совсем чуть-чуть тестов. Ё-моё! Классика жанра. На самом деле, есть даже такой подход к программированию, забыл точно, как называется, не обессудьте, но, короче, смысл в том, что пишется сначала тесты, а потом уже под тесты пишется непосредственно сам код. То есть задача в том, чтобы, грубо говоря, э, тесты эти изначально проваливались, потом эти тесты, потом непосредственно код фиксируют и улучшают, и после этого, собственно говоря, получается рабочее приложение. То есть тесты пишутся сначала, а потом уже код на нем как бы нанизывается, да. Но такой подход на моей практике, с того, что я видел, вообще никогда не работал. И программисты в последнюю очередь вообще думают о тестах и о тестировании. Так что у них там задачи, особенно в стартапах, просто быстро максимально сделать, набросать. А сейчас еще, когда JavaScript еще повсеместно пользуется, то есть такое быстрое проектирование, ну, это вообще полный адок. Вот. Ну, сначала, если пишешь Да, тест, нужны же какие-то требования, потому что ты должен на что-то ориентироваться. Обычно, ну, я представляю, что должно быть так работать, как машина, руль, педали, магия.
Ага, Вот, то есть обычно, ну, я просто занимаюсь проектированием систем безопасности, то есть, ну, то же ага. самое, только, ну, с реальными объектами, то есть камеры, турникеты, все остальное. То есть мне довольно, ну, понятно, это алгоритм обычно говорит, мне сделал мне красиво, вот, и, то есть, да, за такие примерно, то есть, от реальных заказчиков, поэтому я совершенно прекрасно понимаю то, что нас, например, в Яндексе учат, то давайте будем придираться к требованиям. Говорю, молитесь, что они вообще есть в принципе. То есть, ну, Вот, ну, вот, вот, о чем. что Да. это? То есть тут, наверное, серая зона, потому что непонятно спецсимволы и знаки препинаний. Как это разделяется? Надо спросить, ребята, это вообще, по-моему, вот, ну, к реальности, к сожалению, не имеет никакого прям, ну, связи. То есть это правильно, что учат, ну, надо научить как в идеальном состоянии. Тут по-другому никак. Но в реальности вам скажут, то, что, ну, букву должен, имя, значит, букву должен принимать, все. Вот так сказали программисту. А дальше, что он там применит, что там тире не, там, или дефисы не принимает, это уже баг, ну, потом поправим когда-нибудь. Вот. У меня на самом деле была история с этим связанная в самом начале моего тестерского пути, когда я начал файлить баги там. Тут там принимают какие-то символы, тут что-то не то, какую-то кнопку, две кнопки одновременно нажимаешь, и получается то-то, то-то. Все эти баги моментально получали наименьший приоритет и уходили куда-то в бэклог, в общем-то. Такой у меня опыт с ними Ага. был. Все только то, что вот максимально нужно сейчас, чтобы сделать релиз, чтобы спринт закончился, все. Все остальное вообще не имеет значения. То есть, ну, они как-то фиксуют, в том же Гугле, допустим, есть бакбэш, да? Это когда берут специально, выделяются 20% времени отдельных программистов, между ними раскидываются, типа, вот давайте фиксить определенные баги, типа небольшие. Вот задача в том, чтобы все это быстро позакрывать и забыть. А в целом может полгода и год висеть некоторые такие баги, вот опять же по спецсимволам. А, по граничным состояниям, по-моему, вообще особенно отдельного, ну, базы тестов особенно, да и нет. Я не помню своей практики, что было так. Обычно, знаете, да, какой-то... Ну, то есть я понимаю, да, вот именно то, что Никит говорит, что должно быть в приоритете, но на самом деле это зачастую не очень. Да. Да, я читала тут несколько раз, что типа вот в Яндексе любят придираться, любят это, вот эти все таблички Мгм. с классом эквивалентности, граничными значениями, это все фигня, давайте проверять вот так, вот так. Я такая, ага, ага, понятно. Так, значит, на это все смотрят. Не, ну там пытаются сделать по книжке. Я же помните книжки по тестированию, где вот реально все эти кейсы разбираются, но просто реальность, она сейчас гораздо сложнее. И тестировщик это... Вот я последний мой проект стартап, там тестировщик, ты как бы и по GitHub должен разбираться, по Git, и по системному администрированию, и что-то еще, и как Android билд собрать, и как iOS билд. И ты потом такое все по крупицам собираешь, понимаешь, это уже вообще не про тестирование. Может быть, конечно, у меня такая роль, потому что ты когда соглашаешься, на тебя все это вешают. Это еще дополнительная проблема тестировщика. Когда соглашаешься на все, тебе еще дополнительно докидывают. А потом уже фиг отвяжешься от этого всего. Но да, это уже сейчас как-то какая-то другая профессия становится. Так вот, я что сегодня хотел поговорить конкретно про искусственный интеллект, ну, разобрать одну утилитку, которую я там писал в чате. Вы вообще используете в тестировании, вот, Вер, ты используешь в повсеместной деятельности для написания тест-кейсов искусственный интеллект или пока не особо нужно? Ну, пока нет. Но я смотрю, сейчас инструментов много, там всяких бескодовых, так сказать, там что Угу, люди пользуются, пишут отзывы, статьи, надо потихонечку будет осваивать. Ну, потому что у меня самой по себе такой подход ко всему. Типа, ты сама сначала освой, а потом уже пользуйся искусственным интеллектом. Сначала сама все методы тест-дизайна, вот это все научись использовать. Потом уже спрашивай. Потому что я думаю, он зашоривает. Но использовала я его на проекте как раз еще на курсах. У нас угу, был, который, как он там, 10-й спринт, который как бы с реальным заказчиком проект. У нас был чат GPT, интегрированный в Telegram-бот. Ну, или Telegram-бот с ним интегрированный, да. да, И вот часто там, вариант, часто так делать. да, и там у нас такое хоба, и вылез докер. И такие, хоба, собирайте там сами как-то это в контейнере, что-то делайте. Мы такие, блин. А как это делать? Мы тут типа входим в IT, нам вот ничего не показывали. Я такая, ну ладно, у нас же есть, ну, можно не собирать, можно готовым пользоваться. Они, кстати, по-разному работали, которые в контейнере, которые предоставил заказчик.
Ага. Хорошо, я буду у него спрашивать, как пользоваться докером, как его настраивать, что. Ну, получилось. Ну, я говорю, это Я сейчас была на самом очень деле рада. мы живем в уникальное время, когда можно спросить, и многое что из этого там утилита решит, за нас сделает. Допустим, я вот недавно, вот если вы видите мой экран, да, сейчас? Да. Да-да-да, да. Вышла утилита недавно, называется она Warp. И вот особенно тем полезно, кто работает с терминалом. То есть это прям для меня какой-то, казалось бы, идея на поверхности лежит, да, то есть вот терминал, учишь команды и прочее, но люди решили все это дело упростить и сделали такую штуку, которая позволяет общаться с ним, с терминалом, как вот человеческим языком. То есть, допустим, обычно пишем там ls, да, чтобы содержимое посмотреть директории, а можем сказать ему list me the directory content, к примеру. И оно то же самое сделает только с помощью, вот сейчас, по идее, должен, вот он сначала рассуждает, говорит, что делает, и потом оно вот выводит список всей этой информации в таком виде. То есть начали интегрировать постепенно все это дело в терминал. Если раньше нам приходилось запоминать какие-то сложные команды, что-то как делать, я считаю, что до сих пор нужно знать, да, понимать основы. Вот. Ну и начал использовать это конкретно для того, чтобы разбираться. Вот я порой сижу в терминале, что-то сделал, и я не понимаю. Я спрашиваю чат GPT, а чат GPT не знает контекста, в чем дело. Так вот эта штука, она автоматом позволяет мне разобраться вообще, что происходит. Вот. И, допустим, если я перейду сейчас в каталог, давайте вот сети десктоп тот же. Ну, то есть она понимает, ага, сейчас она хочет. Она говорит, я запущу эту команду, окей. Я говорю, окей, запускай. Так, все, десктоп. Сделаем mkdir, пускай будет директория называться test1. Сейчас, секунду. То есть он про каждую команду спрашивает, это понятно. Сейчас перейду. Ну, то есть вот в таком это стиле основной, да, то есть они решили встроить GPT полностью в этот процесс. И смотрите, что самое интересное. Мы теперь можем попросить его сделать нам, скажем, тоже приложение написать с помощью буквально пары команд и указав, что оно будет делать. Когда я это опробовал, я прям не знаю, ну, раньше, окей, ChatGPT спрашиваешь, пишешь, говорит, напиши мне код, чтобы сделать такое-то приложение. Он пишет код, какой-то код вставляешь и прочее, а тут как бы можно просто сказать ему, и в том числе и тесты, то есть не только приложение, но и тесты. Допустим, create Python application, допустим, что она делает, to ask user for text input, короче говоря, чтобы ему что-то было ввести, допустим, пускай формочка for input, text field, and then save as txt file. Use, мы говорим с помощью, что она будет использовать, пускай она будет использовать Python, use Python, and Tinker, сейчас не помню точно называется, Tinker UI tool. Говорим так, ну, допустим, так пускай будет. Вот, она говорит, что она сделает, создает автоматически питоновский файл, питоновский скрипт, говорит, что будет делать. Так, если оно не зависло. Вроде не зависло. Никита, а ты сейчас на каком спринте? Че? Так, сейчас номер спринта. Ой, это любимый вопрос, потому что они различаются. Мы прошли сейчас, я на этом расширенном курсе, и мы прошли сейчас командный спринт, бургерные всякие тестировали. Это был Вот. 4-й, 5-й. Да, сейчас будет, следующий будет мобилки. О, мобилки моя любимая. Это прям самое мое любимое. Занимаюсь этими последние десятилетия. Ну, я посмотрел, там в основном будут вопросы по Чарльзу, по перехвату, ну, снифера. Там, я понял, основной Снифер, упор на отлично. снифера будет. Или Снифер это круто. оглавлению. Ну, пока только Чарльз. Для фидера не добежал еще. Сниферы особенно интересно, знаете, в каком контексте? В контексте именно перехвата трафика с приложений, не просто с веб-страниц в Android эмуляторе Да, том да, же, да? да. Вот. А там такая штука используется, называется Frida. Это такая утилитка, которую можно вставить на само Android-устройство, и вот это, с помощью этой утилитки уже будет трафик перехватываться, потому что напрямую это невозможно сделать. Там нужно сертификат поставить и прочее. Короче, смотрите, да, я попросил создать скрипт, вот, все, что она сделала, сказала, что она создала,
И вот, собственно говоря, этот скрипт. Должен запуститься окно. Вот запустилось это окно. Здесь я пишу, допустим, тестинг. Ну, save location, куда будет сохранять, она как бы подразумевает, что я что-то укажу здесь. Ну, давайте укажем, пускай будет на десктопе, да? Десктоп и файл name test. Пускай будет save. И сделаем save. Все, создало. Ну вот, собственно говоря, тест. И все. То есть вот таким образом создался простейший скрипт уже с UI. Я могу полностью программу, получается, написать, еще потом разделить ее на разные классы, на разные файлики и разрезать. И то есть таким образом, вот что у нас, посмотрим, что за скрипт. Видите, тут стандартный питоновский несколько функций Да. написано. Browse, save, в общем-то, все таким образом упаковано. И я не знаю, я начал скрипты писать, допустим, чтобы он мне сортировало какие-нибудь там картинки на компьютере, переносило в другие папки. То есть, ну, грубо говоря, для своих основных нужд, в том числе, можете подумать, как это использовать именно в тестировании, как упрощать какие-то задачи. Допустим, у меня вечная задача была вот на одном из проектов, это как создать 1000 разных мелких файлов, да, чтобы забить диск. И вот я сам вручную писал этот скрипт, разбирался там, как утилиту использовал. А теперь это, собственно говоря, занимает, вообще ничего не занимает по времени. Написал и готово. Вот такие вот утилиты для этого используются. То есть очень советую Word попробовать, если реально хочется. Ну, как бы это дело ваше. Это просто делюсь опытом, не подумайте, не настаиваю. Не реклама, не на правах рекламы, да? Кстати, многие блогеры сейчас эту штуку рекламируют, я думаю, да опять 100 пудов реклама какая-то. Попробовал, понравилось, ничего так. Вот. Вторая штука, которую я использую, называется курсор, который я говорил, значит, не так давно. По сути, это то же самое, как Warp, но оно еще более удобно работает с большими проектами. То есть вот я буквально хочу показать проект, который я... Ну, мы не будем полностью по запросам создавать его, да? Просто покажу один из проектов, который я сделал просто с помощью опять... Именно это Android-приложение в Android Studio. Сейчас, где он где-то находится? Программинг. Тык-тык-тык-тык. О, с Android Studio было весело. Я думала, почему он такой большой и страшный на курсах. Он небольшой, страшный. Потом я только узнала, что это IDE. Такая, понятно. Ух ты, там столько всего можно. Я думаю, столько всего мало узнали. Ну, во-первых, что там с мобилками надо ADB понимать, потом, естественно, с Android Studio как-то блоги собрать, баг-репорты и прочее. В принципе, все довольно логично. То есть этот был проект, который я создал на днях буквально с помощью полностью курсора, то есть приложение, которое пишет по запросам. Причем он создало мне и структуру приложения, и тестовые файлы. И давайте непосредственно, где тут у меня... Так, оно все дело. Android, вот он здесь. Ага, main activity. Ну, естественно, то есть он создало мне main activity файл, а main activity это, грубо говоря, точка входа в Android приложение. То есть он написал мне полностью код, тут, грубо говоря, списка to-do, то есть списка задач, да, на сегодня. То есть полностью написал мне код, и когда я попросил, написал тесты. Чтобы запустить этот код, да, собственно, запускаем в Android Studio том же. Снова пара запросов, и оно все создало буквально вот сейчас должно быть видно мое Android устройство, эмулятор. С мобилками, честно говоря, я хочу сказать, что мобилки, это вот я их больше люблю, чем веб. Несмотря на то, что там некоторые сложности, там надо ставить приложения, сносить, чистить кэши всякие. Опять же, перехват трафика там чуть сложнее, чем в вебе, да может быть даже сильно сложнее. Потом куча разных устройств, все же разные бренды, и все они по-разному абсолютно работают. Берешь какой-нибудь Samsung, это одно поведение приложения. Берешь какой-нибудь Nexus, там вообще другое. Ну вот видите, то есть Все приложение... под себя же Android, поэтому понятно, что приколюк там может быть очень много. А если то, что сейчас, да если брать российский рынок, то очень много китайцев, а там не Xiaomi единым, там сумасшествие может происходить, поэтому... Там еще прошивки разные. Да. Они... И то есть Android 12 ничего не объясняет. Вообще ничего. Значит, приложение, да, собственно говоря, список задач. Что говорю, тест 1. Можно их удалять потом и добавлять заново. Вот. И это все было создано за буквально
пару минут, ну и хорошо, я там еще он в некоторых местах ошибался, просил поправить. Ну вот, в общем-то, и все. Пример, как можно и мобильные приложения писать. Ну, мало того, конечно, появились всякие разные билдеры приложений, да, вот как вот Вера упомянула, но эти билдеры, как по мне, это не самая хорошая идея, потому что хочется иметь доступ к коду. Все-таки так или иначе хочется менять код, а не какие-то там конструкторы, как WordPress, да, допустим, там, вот я терпеть не могу тестировать тот же WordPress, потому что это куча разных модулей, и у тебя нет прямого доступа к коду, грубо говоря, это куча разных плагинов. Так и здесь, лучше иметь доступ к коду. Вот. И тесты в том числе он мне написал. Вот я написал, скажи, напиши тесты. С тестами возникла проблема, с третьего или четвертого раза только тесты удалось правильно создать. Вот. Собственно говоря, если мы запустим тесты, вот, то есть это создание таска и, грубо говоря, ввод именно значений в текстовые поля. Как вы видите, код абсолютно простой, допустим, функция создания таска, она что делает? Perform text input, это типичная функция в Kotlin для введения информации в текстовые поля, perform click, assert is display. То есть assert, нажатие кнопок и вот текста. Все как бы стандартно. Вот, собственно говоря, если мы это дело все запустим, вот, run with, так, собственно говоря, можем так сделать. Run. Вот, то оно все пробежится быстренько и заработает. Хотя, опять же, сборка приложений на Android занимает некоторое время, в отличие от тех же веб-тестов, которые зачастую моментально работают. Веб-тесты – это та еще тема, вернее, мобильные. Ведь есть тот же самый Appium для тестирования. Ну, как только с тестированием мобильных устройств будете сталкиваться, это вообще… Вот, собственно говоря, да, оно ввело текстовое поле, потом после каждого теста перезапускается эмулятор и те же самые действия выполняет. Вот, таким образом оно работает. То есть мы видим, все отработало, сколько тут, всего 5 тестов, причем оно само даже догадалось, какие тесты создать. Мне не пришлось даже, в принципе, говорить, там, нажми это поле, нажми это, оно само автоматом обработало и сделало. Вот. Если мы зайдем в папку, вот эту вот программинг, Basic Functionality Test, вот, и нажмем здесь Open with Cursor, ну, собственно говоря, откроет, ну, вот опять же, еще одно приложение, скажем так, еще одно основанное на GPT приложение. Вот, собственно говоря, все файлы здесь. И, скорее всего, эта работа заключается в том, что мы комбинируем, да, то есть в курсоре что-то написали, потом Android Studio перешли туда-сюда, туда-сюда. Вот, и мы можем здесь сказать ему, допустим, вот source, main, так, где мы тут? Java, main activity. Так, допустим, скажи change, make the add button in main activity, допустим, bigger, чтобы сделал кнопку побольше, что первое в голову пришло. По идее, должно подсказать. Вот на что оно делает. Он ищет, в каком файле это находится, потом говорит, что оно не смогло его найти. Оно немножко неправильно ищет. Раньше в старых Android-приложениях у них отдельный файл был, который занимался именно разметкой, как XML-файл, грубо говоря, как CSS в HTML, если грубо рассказывать. Вот. А он не знает, что это поменялось. Я скажу ему, что это is a Kotlin project, so compose UI is used in main activity. То есть иногда не понимает, но нужно управлять. Ага, все, теперь оно поняла, и теперь оно проверяет все исходники. Просто вылетела ошибка, он проверяет, только я все понял и все равно не могу найти. Да, Да, то есть есть некоторые, говорит, мы check, now I found. Все, короче говоря, да, в итоге оно нашло, ну, не знаю, сейчас может опять слететь, потому что там нужно использовать правильную модель, потому что я изначально использовал одну модель, она не очень хорошо работала, и переключился на ChatGPT какой-то 4-й версии просто. Все, теперь смотрите, он нашло icon, content description, что он говорит, edit a fixed height of 56 dp. Вот что он говорил. Так, хорошо, что он предлагает сделать? Modifier, вот он меняет здесь height, горизонтальную, vertical, и текст составляет add. У нас теперь возможность либо это применить, либо это reject, скажем, типа нет. Вот можно accept нажать, чтобы он вообще все применил. Вот. После этого оно, по идее, должно сохраниться. Переходим обратно в Android Studio, в нашу папку с main activity. И теперь, переключаемся здесь с тестов на app, то есть наше приложение. Вот.
И, по идее, должно он отработать. Посмотрим, чего в итоге. Ну, такое. Оно добавило еще плюсик сюда, да, ну, то есть это нужно еще 100 раз поправлять, заходить и говорить, поменяй там, смести туда, то есть переделай. То есть ему надо четкий ТЗ давать, потому что снова ХЗ, иначе будет полный результат. Именно. То есть, Как любому разработчику. да, но понимаете, насколько проще стало? Я, допустим, проходил курс Android-разработчика буквально лет 5 назад, и там все это, когда ты завис над чем-то, ты порой сидишь день и понимаешь, да что мне делать? Ты пишешь людям, которые знают, они говорят, да ты дурак, там все не так делается, в чем в итоге переписываешь. А когда у тебя есть доступ к такой штуке, с одной стороны, ты, наверное, тупее станешь, потому что будешь все спрашивать, но с другой стороны, если на чем-то вот запнулся, вернее, то быстро спросил, а оно тебя пофиксило, вот так вот. Так что не знаю, как вы, ребят, но мне такое будущее нравится. Да, Ну, понимаю, то, что это такой калькулятор на максималках, он за тебя не... Многие считают, что искусственный интеллект нас заменит. Ничего подобного, это просто, Да. ну, такой инструмент, им надо уметь пользоваться, но я довольно немного спрашиваю по тестированию, я обычно спрашиваю какие-то именно статьи, чтобы он мне выжимки давал и так далее. Но когда я его Правильно, прошу, когда хорошо. что-то сделать, я начинаю перепроверять его, потому что они имеют свойство ошибаться. Это же, ну, не идеальная вещь, они могут где-то тоже накосипорить. Ну, это же нормально. А ну, Точно. полностью нельзя. А если ты в этом не разбираешься, ты не можешь это проверить, и принимаешь на веру, и это не рабочий инструмент. Поэтому все равно надо знать, ну, как базовую теорию хотя бы. Чтобы Мгм. понять, что ты не совсем уже вот ерунду подсунул. Он ошибается еще как, боже мой. Это такие ошибки порой выдает, что ты спрашиваешь какой-то факт, который знаешь, что точно факт, какой-то год, не знаю, там, когда была началась какая-то Великая Отечественная война, ну, к примеру, это плохой пример, он не на этом ошибался, он что-то другой, а он тебе этот, прям четко говорит, нет, я знаю точно, ты ошибаешься. Или про текущие события. Снова модель натренирована там 3 года назад, да, он про текущие события ничего не знает. Ему нужно 5 раз переспросить, тогда он начинает узнавать это в онлайне. Короче, да, такая тема. Но я хочу сказать так, что, допустим, я тесты свои автоматизированные уже пишу с помощью искусственного интеллекта, потому что я знаю, что я напишу такой костяк, что-то основное, потом я просто поменяю, что мне не нравится, и все. А если раньше нужно было писать, сидеть там настройка фреймворка, там написать классы разнести, допустим, то сейчас это делать все не нужно, потому что среда разработки это делает. Да, это удобно. Да. Но меня пугает до сих пор, что на интервью до сих пор спрашивают алгоритмы и прочие вещи. И причем из того, что я вижу, у всех компаний разный подход. Некоторые говорят, что типа, да главное спрашивать что-то конкретное, что мы на проекте разрабатываем. Вот такие, как вот Яндекс, да, по-моему, большие компании, тот же Google, где я имел несчастье работать, любят все эти алгоритмы просто. Ух. И вот тесты, протестируй ручку и так далее. Да. Да. Ну, про ручку я, на самом деле, протестируешь классика. ну, это на интеллект, да, только человек будет думать, конечно. Я не спорю, может быть, это правильный способ, но просто, ну, я бы не спрашивал на интервью, ну, это уже зависит. Вот. Чем мы еще? Из того, что вот я хотел показать, я, в принципе, показал вот ту штуку, которой я лично пользуюсь, да. По поводу резюме, будем смотреть резюме, что-то пытаться поправить, или как вы хотите? Или нет, по Ну, другой? я пока не готов чуть резюме, потому что, Никогда. ну, у меня фокус на экспертизу, то есть я действительно хочется туда пройти курс и понять вообще, ну, куда мигрировать, потому что, ну, понятно, что сейчас время фуллстека, сейчас Мгм. ну, в среднем не ищут либо мануальщиков, либо автоматизаторов, то есть ищут, ну, по большому счету, я думаю, в ближайшие 2-3 года все перейдут на фуллстек, то есть будет норма человека, то, что тестировщик умеет писать автотест, это будет просто, ну, данность. Да, более того, у меня есть курс по тестированию, который я сделал, и который сейчас на халяву разместился, короче говоря, потому что он не особо-то продавался, в итоге его на халяву разместили. Так вот, там у меня прицел был на этих джуниор-тестировщиков более как, но их просто столько таких, этих курсов, что как бы и народ не покупал. Народ это все уже прошаренный, все базовое знает. Народу нужно уже другой уровень совсем. Вот. Даже просто Java-тест населениями уже не прокатывает. Народу нужно что-то совсем, чтобы и докер опять работать и прочее. То есть, ну, Ну, это запрос рынка, да, поэтому, да. да, сейчас такая вещь, и я говорю со своими друзьями, все больше и больше, наверное, следующий будет тренд, то, что тестировщик, он уже будет совмещен будет с аналитиком. Мгм. То есть Системный он, аналитик, да? да, да, потому что,
Ну, если того, что тестировщик копается, как должно работать и проверяет это, то довольно много анализа на нем лежит на самом-то деле. Даже есть документация, но он должен прочитать, проанализировать и понять, где слабые места и так далее. Это работа аналитика. Ну, по То есть, большому счету, наверное, слушай, она, наверное, всегда была работа аналитика, просто раньше так не называлась, с того, что я помню. вот. Потому Но что, вот идет такое, говорят, идет такое смещение, потому что чаще и чаще начинают спрашивать именно так, в конфколах и так далее, то, что именно проанализируют это все, и вот начинаешь смотреть на приложение полностью и уже как-то заниматься именно анализом. Скорее всего, следующий тренд будет такой. Будет да, наверное, запрашиваться так. все-таки анализ, да. Там, такой мультикомбайн будет уже тестировщик. Вспомнил, И это уже и уже не легкий вход в IT, это будет точно. Уже все. да, все вот это с А ерундой, он не которую говорят, сейчас не такой уж легкий. да. Нелегкий. Вспомнил случай, что однажды было совещание, да, и дизайнеры принесли какие-то иконочки, свои кнопочки, говорят, ребята, мы тут делаем в нашем приложении. А приложение было что-то с банковской сферой связано, да, ну, то есть там красивое приложение, и они принесли кнопочки, говорят, вот мы так сделаем, смотрите, как у нас будет все хорошо работать. И такие, там и тестировщики, и разработчики сидят на этом совещании, смотрят такими же собой. То есть мы на друг друга переглядываемся, смотрим, типа ржем от того, что типа этого не будет точно. Потому что мы изначально, есть люди, вот мечтатели, те же дизайнеры, которые приносят то, что как они хотят. На самом деле так вот часто не бывает. И в итоге, наверное, 50% того, что они сделали, просто пошло в мусорку. Ну, как бы они, наверное, обиделись, но факт в том, что насколько команды по-разному видят один и тот же продукт, да, то есть это для меня просто шоком было. И вот задача тестировщик в том числе и... То есть у меня часто было, что дизайнеры подходят, говорят, вот типа вот будем вот так тестировать, потом программисты подходят, говорят, нет, мы будем вот так это все разрабатываем. Ты такой думаешь, что вообще? И в итоге, в конце концов, все равно вся вина на тестировщике часто скатывается, потому что, ну, потому что вот так. Там не досмотрел, там ничего не дотестировал, а в итоге виноват все равно будешь ты. Поэтому, ох, да. Сфера интересная, конечно, но явно нелегкая. Вот. Да, собственно говоря, не знаю. Алена не пришла. Я думал, Алена придет. Может быть, она еще что-нибудь интересное расскажет. Но Алена, видимо, у нее там свои дела. Жалко. Я вот хотел просто такой формат сохранить, чтобы мы общались, не знаю, может быть. Мне самому интересно порой пообщаться на эту тему, рассказать что-то. Вот вы что-то ведаете, что меняется на рынке. Потому что я лично на опорке работаю, и там такие проекты тоже порой какие-то небольшие, не на очень долго. И я тоже думаю, что вообще куда вся сфера двигается, что дальше делать в таком стиле. Поэтому вот, может быть, какой-то формат такой более-менее станет, ну, пару раз в месяц хотя бы собираться, смотреть, что происходит в жизни, там по резюме и прочее. Так что вот, если вам интересно, можем что-нибудь такое придумать. Нет, довольно интересно, вот я обещаю. Я просто очень долго работал на своем месте, и поэтому понял, что я резюме не обновлял лет там 5-7 точно, то не заглядывал, потому что Ага. не нужно. А ходить в другое место, там будет то же самое, плюс-минус такие же деньги, там, или просто больше командировок будет. Я вот без командировок сижу, мне не нравится. Вот. Да, я согласен, Вот. что... Если сказать, что это связано с строительством, то командировки там бывают такие, не в Сан-Тропе поехать, а обычно в какой-то дальний север, какое-то там газовое предприятие, и там 3-4 месяца в этом вагончике живешь. Да, ты уже зарабатываешь Йоу! деньги, но Ну, ты, в общем, кардинально сферу меняешь. То есть из сферы строительства, я так понимаю, да, вот в это айтишку хочешь система уйти. безопасности, да, то есть я вот инженер по системе безопасности, то есть разрабатываем, интегрируем и все остальное. И Ну, там ухожу. много релевантного опыта, на самом деле. Ты можешь Да, много в да, да, резюме да. написать того, что подходит. Я уже посматриваю, куда можно в нашем уйти в тестировщики. Мгм. Есть несколько фирм, которые делают нашу ПОшку, и у них тестировщики, я так думаю, наверное, у меня будет конкурентное преимущество небольшое, потому что я у них даже Вот. курс проходил и обучение. Я Вот. что говорю, Это люди... хорошая. Вера, а у тебя что, какой опыт, из какой сферы переходила в тестирование? А, У меня было очень много разных сфер. Ага. Я писала, да, что меня сразу еще со школы папа пинал, отучившись сам незадолго до моего окончания школы, сам закончил вуз, да, Мгм. на программирование, прикладную математику, на информатику, математику, да. А, и я туда не пошла. Я просто пришла, увидела такого дядечку мэтра, который обожает математику, он там приводит какие-то потрясающие метафоры, Мгм. говорит,
а вот у нас экспоненты. Ну, как вам объяснить, что это такое? Это, говорит, вот как кролики размножаются. Вот, говорит, вот экспоненты это про это. Вот это запомните хотя бы. Очень крутой чувак, очень крутой. И раз он такие аналогии приводит, ну, значит, он действительно очень хорошо разбирается и уже не первый год Да, это обучает, это очень круто. и там было много таких, кто пришел на подготовительные курсы, ну, не такие, как я, там, из класса больше заточенного на гуманитариев, да, как бы на журналистов. Но это мне, кстати, сейчас помогает писать ТЗ, работать с текстами. Это не прошло даром. В багах очень важно. В багах очень важно. Вот я смотрю, ты начинаешь тестировщик, часто смотришь и видишь, что это кто-то написал, кто не шарит. Просто смотришь, баг вот такой вот, значит, в названии бага вот такой длиннющая какая-то строка. Смотришь, думаешь, зачем? Можно было сократить в 3 раза, сказать там button doesn't work when you, ну, вернее, по-английски, в смысле, кнопка не работает при определенном условии. Точка. Не пиши ничего лишнего. Вот. И точно помогает. Так. Да, я напугалась, не пошла туда. У меня было много-много всего. Я там в итоге и копирайтом подрабатывала, и подбирала семантику для контекстной рекламы. Потом, что у меня было? Опыт с маленькими детьми в частных садиках, с педагогикой, да, с дошкольной. Это терпение проверяла, проверка терпения. Много, ну, я просто не хотела воспитывать ребенка так, как воспитывали меня, изучала литературу, потом пришла в крутой частный сад, мне говорят, вот если еще корочки получишь, мы тебя возьмем. Такая, прикольно. Ну, там тоже я не задержалась. Там, конечно, как у всех, вот кто вот так что-то ищет, да, в промежутках была торговля, сыроделие, и вот где-то вот там-сям, да, я просто строю дом, тогда я еще задумывалась, ну, типа, как вот, у меня нет образования, я не знаю, куда деться, да, там, после развода, то все, вот сейчас варю сыр, там, общалась про стройку, про что-то, мне все говорят, у тебя мозги работают, там, я там что-то поломала, кошмар, я разрушитель. Ты не разрушитель, ты тестировщик. Иди учись на тестировщика, короче. Ну вот все так пинали, потом, ну ладно, попробую. Ну, я правда, думаю, попробовала. Интересно, прикольно. Понравилось? Но последние 5 лет я была контролером на заводе, производящем электронные печатные платы. ОТК такой, да, типа? Да. Ну, это схожая профессия, на самом деле. Конкретно контроль травления я с помощью автоматизированного оптического тестера искала ошибки, рисовала на заготовках фломастером, где я нашла. Но там много рутины. Ну, это страшно, конечно. Так в тестировании тоже много рутины. Regression тестинг, это когда тестируешь порой, господи, думаешь, Нет, на стену лезешь. Там гораздо меньше надо думать, но зато гораздо больше принимать решения мелкие. Буквально вот у тебя, если все настроено, принимаешь решения каждую секунду-две. И за день это просто, пара тысяч принятых решений. После работы приходишь в магазин, говорит, тебе пакет большой или маленький? Есть такое. Утомляемая штука, да. Да, ну у всех такая история. Думаю, меня сюда взяли, потому что у меня был опыт на контроле. Вполне возможно. Релевантный опыт очень смотрится, поэтому у меня одна ученица, она хочет перейти, по крайней мере, не пришла, из ветеринарии, где нужно там всякие эти, естественно, собачки, животные лечить, и там, собственно говоря, аппараты есть для переключения всего этого. Я просто думаю, что логичная сфера для перехода – это вот именно тестирование этих самых аппаратов, потому что аппаратное тестирование ему реально очень мало внимания уделяется, и прямо люди, которые шарят, потому что трудно найти тестировщика, который прям шарит еще, чтобы он, допустим, был вообще в этой сфере, да? Может быть, у тебя тоже как вариант, допустим, тестировать какие-то устройства, которые ты говоришь, что это автоматизированное, как оно. Может быть, эти штуки тоже тестировать, сам софт в них. Вот. А у тебя, Никит, тоже, может быть, что-то какие-то из твоей сферы. Это именно сами устройства. Ну, там уже связанное устройство, там сами устройства на Linux, на допиленном своем живут. Ну, тоже вопрос безопасности стоит. То есть, вот, они даже, которые на серваках, на винде, они все равно, грубо открывают свою среду, на самом деле. Вот, ну, но я рассказывал Алене,
Я на выставке один регистратор, куда вставляют все камеры, где он записывает, я его Мгм. положил. То есть они презентовали новый регистратор, и, ну, на стенде стоит штук 5-6, их Положил, можно... сломался. Да, да, я уничтожил его. Совершенно банальным багом, который, ну, а, я сталкиваюсь просто очень много с клиентами, поэтому у нас в часах же от 0 до 23 часов 59 минут, Мгм. 59 секунд, потому что 00:00 это уже следующий день. Но Ага, все же привыкли, что 24 часа, и все пишут м, 24. ага. И на самом устройстве ну, запустил поиск при установке времени, я написал ну, нынешнее время 24:00:00. И прошивка легла. Ну, потому что BIOS не воспринял это число, и все. Вот. И мне сказали, что, конечно, ты молодец, но больше так не делай. А ты помнишь, Вот, я... ошибка ну, 2000 тоже что-то да, да, связано да, с этим, да. что-то подобное было? Да, потому что там должны были быть нули, потому что там же 1 января при переходе должен быть 00:00 часы времени секунды, 00, и чтобы он перескакивал Да. там буквально на секунду, он должен был перескочить вперед, потом перескочить обратно, потому что боялись, что будут все нули, и обнулится вообще все. Не случилось, да, Не повезло. случилось. Но там большие такие системы, по-моему, действительно этим занимались и защищали. То есть банковские всякие электро. Сети, ну, такой серьезно защищали, потому что, ну, мало ли, потому что если у вас там новогоднюю ночь ляжет вся электросеть страны, ну, это сумасшествие будет, глобальная катастрофа. Поэтому, ну, перепугались. Ну, нам еще так, еще лет 75 не боятся этого, этой проблемы. Да, Сотый это год. все, скорее всего, ничего не будет такого, да, Это уже в уже нашей времени жизни. нет. Я лично, кстати говоря, вот тестирование, потому что я, ну, как бы больше 10 лет в этой сфере варюсь, и на самом деле, вот честно скажу, может быть, я демотивирующий, да, но мне лично надоело именно вот выполнять эту роль человека, который проверяет чисто, но при этом не создает. Вот меня постепенно начал утомлять, вот скажу честно. У меня есть такое ощущение. То есть, да, ты пишешь какие-то скрипты и прочее, но все равно вся слава, грубо говоря, вот меня что бесит, да, там говорят спасибо, что протестировал, но вся слава обычно идет разработчикам. Хотя бывает там из скриншотах приложения что-то говорят, что типа вот меня кто упоминали, типа вот тестирование, но все равно это такое, это второстепенная слава, и первого ты никогда не будешь в таком проекте. Вот. Меня в последнее время начала интересовать именно разработка игр. Вот не знаю, получится, не получится в эту сферу перейти, но я, в общем, изучаю разные софт, вот тот же Blender для 3D-разработки, и курсы, ну, то есть вот у меня сейчас вот такая еще идея есть, идея фикс перехода постепенно. И если не получится, у меня второстепенная идея, что я стану тестировщиком игр. Опять же, интересная сфера. То есть у меня вот несколько таких вот лично планов разных, либо то, либо все. Но, в принципе, меня и то, и другое устроит, если не получится. Потому Насколько я знаю, что, тестирование игры это такая вот вещь в себе, прям вещь в себе. да, это То с есть нуля вот буквально все. игрострой это вообще отдельная история, и она отдельно отделяется от всего программирования. То есть, ну, как бы, то есть игрострой это гирострой, там свои разработчики, свои тестировщики, все свое. То есть там оно вот прям практически не связано с этим. То есть и оттуда мало кого берут, и туда мало кого. Ну, то есть там, Плюс по то есть, деньгам там на самом деле просадка большая, да, потому что, грубо говоря, с нуля будешь джуниором, скорее всего, и в геймдеве меньше денег, чем в других сферах, я так понимаю. Ну, ну, не смотри, какие знаю, проекты. Смотри, какие зависит от проектов, опять проекты, же. да, Там то есть автоматизация тоже есть. есть, на самом деле. Там есть автоматизация тоже, допустим, если этот движок Unity, там C-Sharp, если Мгм. Unreal, то там C++. То есть там свое. То есть, ну, там свои, в том числе C++ для тестирования толком не используется, да, и C-Sharp для тестирования, что-то я редко видел. В основном либо Java, либо мой ненавистный JavaScript, который, господи, как я его не люблю. Не знаю, как у вас опыт. Но я не люблю JavaScript и Python. Мне Java больше. Мне больше всего Java нравится. Когда говорят Python, я вот эти Python у меня постоянно разваливается. Почему? Потому что там один пробел пропустил, все, ничего не работает. Думаешь, что случилось? Почему? Лишника поставил тот Отступы в самый. функциях ты имеешь в виду, вот эти Да, все. да, Да, что-то отступы в там. функциях. Это вообще, это кто такое придумал, в принципе? Я не знаю. То есть для меня это какой-то ад. Ну, это А, очень напоминает, знаешь, что Не больше знаю. этот скуль. Там все-таки, когда вот я да, может начал быть. учить скуль, там все говорят, надо делать отступы, чтобы одно под одним было, там дальше под другим. Это, Да. конечно, скуль съест, но лучше так не делать, ты запутаешься в этой простыне. И когда, ну, я сейчас параллельно, пока у нас небольшой перерыв в учебе, Хм. тут, ну, в Яндексе есть бесплатный вот этот базовый питон, я его потихонечку ковыряю в свободное время. Ну, вот смотрю по запросам, Python мало кому нужен, то есть все просят Java. То есть 70-80% просят Java для тестировщиков. Java, Ну, Да. причем ООП вообще, я не знаю, поначалу мне, как у вас с ООП вообще получается, разбираетесь?
с объектно-ориентированным программированием? Но у меня пока отложено. Но я бы хотела, потому что Я, я сейчас поняла на работе, что нам на курсах не хватило объяснения вообще каких-то вот этих вещей базовых из программирования, вообще больше про сущности, про классы, там, да. Мы сильно со стороны на это все смотрели. Вот сейчас я Мгм. сижу с разработчиками на созвонах, они это все обсуждают. Если бы я это знала, я могла бы загодя уже прикинуть, где они могут ошибиться, да. Ну, где-то получается. Где-то сыну говорю, а ты вот это проверил сразу, когда пишешь по А ты нему? говорила, что сын это изучает, да? Что-то он такое более серьезное. Прям я посмотрел, думаю, ничего себе, здорово. В юном Но он возрасте все это выучить. Ну, он 2 года назад начал заниматься немножечко блендером, пытался делать игры в Roblox, потом М. понял, что я хочу это осваивать. А, ну, и когда-то еще до этого ходил, мы в Новосибирске в академном городке живем, ходил О, с детства. я там был в октябре. С Новосиба, да, вы? Ну, мы сюда переехали из Новокузнецка, но так мы, если вот совсем округлить, сколько, 13 лет здесь почти, нет, вот 12 каких-то. Да, он ходил в Кют, и я говорю, ну, хочешь, вот нас тут рядом с домом, где мы сейчас снимаем, да, квартиру, вот, колледж, так, Мгм. говорю, как Кют, только про программирование. Он, давай, Все посмотрел, правильно. попробовал, о, хочу, да, хочу, там, а куда хочешь больше железячником или писать код? Ну, там попробовал паять, там что-то ему притащили, подарили паяльник, там все. Ну, дед у него тоже этим занимается. Ну, нет, я лучше буду писать код. Ну ладно, да. И вот они проекты пишут, я говорю, а вот это вот вы учли, а вот тут, а как у вас на границах будет работать? Вот ты знаешь, мы сели, посчитали вероятности, там очень низкая вероятность, что туда попадет, а, ну, какой-то у них там, у кого-то шарик или яблоко, у кого-то там снаряд из орудия, да. Так что мы решили не заморачиваться, там ничего не писать. Ну ладно, едем дальше. Кстати говоря, Оптимизация важна. да. Это оптимизация усилий, потому что если это маловероятная ошибка, писать там даже тут 2 абзаца, там 3 абзаца, и набирается там, условно, неделю дописывания, а Да, вероятности да. там меньше процента. Лучше пока не прописать, а потом уже допилим, когда уже все релизнимся. Вот Так Ой, есть. У такая меня, потом практика. допилим, это такой технический долг скапливается. Это нормально, это стандартно. У меня, знаете, еще был один случай в начале моего тестирования, который несколько в голову мне взорвал. Я, значит, только перешел в Android-тестирование, где-то тестировщиком 1,5 года работал, и я писал очень много багов там, потому что приложение было просто ужасное. Я писал там по 20-30 баг-отчетов, а то и больше в день по вот этому приложению. В итоге программист на меня нажаловался, говорит, Дмитрий слишком много мне работы придает, мне приходится бросать все дела, и я и начинаю фиксить его баги. А, ну, менеджер не дурак, вызывает меня на общение. Ну, менеджер он пожаловался самому. И говорит, что случилось? Я говорю, да вот я баги пишу и прочее. Он говорит, ну ты свою работу делаешь, которую мы тебе и дали. Я говорю, именно так, я свою работу делаю. Он говорит, а что у тебя, ну, вы поняли. И вот он поговорил с ним, и в итоге оказалось очевидно, что не прав в конечном счете он, и просто кто-то его менеджмент должен приоритизировать это баги. То есть кто должен заниматься тем, что эти баги разгребает. А моя задача, я свою работу делаю. И все. И потому начали правильно приоритизировать все эти баги, и после этого как-то работа пошла. Но в конечном счете его просто с этого проекта заменили на другого чувака, который все, что ему присылал, он говорит, ой, Дмитрий, спасибо, 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 и просто забивал наполовину из этого, и все. Вот так это работало. Я думаю, это оптимальный вариант. То есть культура общения должна быть примерно в таком ключе. Если программист, у него ну, как бы задача конкретно есть, ему, ну, вот сейчас нет до этих багов дела, грубо говоря. Какая-то переключается задача, он возвращается к этим багам, поэтому сильно переживать не стоит на этот счет. Ну и да, мне кажется, когда человек посидел в двух шкурах, скажем, он и программист, и тестировщик, это вообще особенно сложно, потому что тестировщик, он иначе мыслит, да, он как бы готов всюду искать проблему, а программист должен сказать, да нет, это фича, это так и задумано. То есть программиста вообще голова иначе действует. Поэтому тут задача такая сложная на самом деле.
Вот, собственно говоря, да. У нас сегодня на созвоне была такая штука, да. Что, созвон? Значит, я попала в хорошее место, потому что на созвоне было обсуждение такое. Я говорю, а вот здесь у нас не должно пропускать. Ну, стоит, что поле фамилии в формочке обязательное. Почему у нас с пустым полем фамилия формочка проходит, ну, сохраняется дальше? Ну, потом такие, так это он, наверное, уже смотрел на те формы, которые мы использовали раньше. А у нас же там было указано, что оно не обязательно. Я говорю, ну я смотрю на макеты, здесь обязательно. Ну давай его поставим необязательным. Я говорю, то есть из бага сделаем фичу? Ну, ребят, но в вот других же сразу местах у нас это уже есть. даже обсуждать это не нужно. Я обычно как делаю? Я это увидел, сначала файлю баг, а потом я думаю, баг это или не баг, потому что сначала зафайлил, потому что 100 раз такое было, что потом мне говорят, Дмитрий, ты почему это не указал? Это же типичный баг. Я говорю, я не знал, что это баг. Мы вроде как с ним поговорили, решили, что... Ну, вначале что же так вот дурачком был. Думал, что ладно, мы обсудили, может быть, оно таки должно быть, и верил. Потом перестал вообще кому-либо верить, и поэтому советую файлить, а потом думать. Даже если открыть этот баг и закрыть, что потом сказать, типа, я подумал, что это все не так, то есть такое часто было, что открываешь и закрываешь баг, типа, думаю, я сам ошибся. А потом, если вопросы ко мне, я такой, так я этот баг открыл, и потом закрыл, в системе он был, понимаете, поэтому, ну вот. Нет, у меня лежит это все записанное, просто Главное, чтобы не на так листочке у меня записано тут было, а в все. системе. Да-да-да, цифровой след нужен. Я Да, в цифровой след. переписках всегда вот в рабочем части у меня у всех ребят никаких голосовых. Нет, уже там, я не знаю, Что-то 100 десятков заедает, файликов. верчит. А, заедало что-то. Сейчас вроде нормально слышно. Ну вот. Я что хотел сказать, по ОП хотел сказать, что у меня есть пара лекций по У ОП, всех могу скинуть. нормально, да? Сейчас нормально. По ОП есть пара лекций, могу скинуть, если вам интересно, как бы, и потом можно будет обсудить, если реально. Потому что я считаю лично, что ООП – это мега важная тема. Уже сейчас тесты пишутся вот именно с разделением по объектам, по функциям, по классам, все разбивается. То есть нет такого, что оно, в общем, в единое и целое объединяется, это только на обучении. Мне поначалу, когда я все разбирал, показалось такой бред, все разбивать на кучу кусков, а потом, как казалось, лишь бы это не было ООП головного мозга, знаете, когда все на куски поразбивал, потом уже сам не знаешь, в каком файле какой функционал лежит, уже такой думаешь, а эта функция здесь или там где-то. Вот. Ну и да, наверное, нет плохих языков программирования, есть личные предпочтения и под конкретный проект. Я так ругаюсь на JavaScript, но несколько раз он меня конкретно выручал, когда нужно было что-то быстро набросать, какой-то фреймворк, там, тест-кафе и Playwright. Вот, кстати, Playwright, если не разбирали Playwright, советую посмотреть. Потому что сейчас веб-драйвер начинает так немножко уходить на второй план, больше как этот Playwright выходит, который не идеален, но он, в отличие от Selenium, там хорошо работает с ожиданиями, и, в общем, там есть куча разных улучшений по сравнению с Selenium веб-драйвером. Вот, То так есть что... лучше его уже осваивать населением, да? А вы в основном Selenium, да, фокус на Selenium на курсе, да, или что там? Нет, то он вообще вне фокуса, он в дополнительном там блоке. Питон. Ну, в питоне понятно, что... Мы не будем по нему сдавать зачет, то есть там кто изучил, Открою программу. там, я не помню, где он. Сейчас посмотрим. Ну, Python сам по себе, он же подходит чисто в основном до юнит-тестов, все PyTest используют, да? Но если подключать именно Selenium, то, естественно, мы можем что-то дополнительно использовать. Сам по себе Python, конечно, это ж просто язык. Нужно фреймворки конкретно изучать, я считаю. Ну, я не знаю, мой... Да? Нет, такого, ну, у нас там будет автоматизация сейчас, введение автоматизации, PyTest у нас. PyTest это юнит-тесты в основном, чисто Да, все, юниты. и немножко гита, ну, то есть, чтобы мы могли смотреть ветки, видимо. Угу. Это обзорная вещь, это что, ну, VS Code. Я не могу раскрыть и сказать, что там будем проходить, потому что пока закрыто мы не дошли. У нас довольно много скуля, целых два, я смотрю. Слушай, я, честно говоря, ни разу его не использовал в практике. Как называется? Сикули? Скуль, ну, Сикуль. SQL.
SQL, все, SQL, понял. да. Я думаю, язык программирования Не-не-не. Как его симулист какой-то. назвал? Вот. SQL, хорошо. Ой, SQL SQL, с этим. Joint, inner. Я, честно говоря, до сих пор Ну, с кстати, да. шпаргалкой. Когда туда доходишь, Что, Вер? вот. я только когда туда доходишь, начинаешь скулить, действительно. Не знаю, понятно, Но я сыну просто показывала, селекты он никогда всякие. не сталкивался. У меня с работы связано, у меня вот база биометрии, она на скуле вращается, и я Мгм. волей-неволей все равно то приходится заходить в менеджер студио и смотреть саму базу, потому что не всегда через инструмент самого приложения можно адекватно посмотреть, что происходит. Потому что Там дело было в том, это что появились новые травматично. инструменты, помимо SQL, то же самый NoSQL есть, да, всякие разные решения. То есть Да. пошли базы данных, которые не на селектах основаны и этом всем, а немножко другие. Вот, и тоже интересная сфера, куда все приходит. Но я лично считаю, окей, может быть, я не прав, но что лучший способ человека демотивировать что-то делать, это кинуть ему Selenium, там, вернее, Selenium, SQL, закидать его этими запросами, джойнтами, в итоге ты в итоге не поймешь, человек понимает, не понимает, ну, как бы это просто какая-то формальность больше как, потому что с этим разобраться можно вполне, если нужно. Но, к сожалению, да, на интервью часто могут закинуть и такими вопросами. А, Вопрос, опять же, если есть большой объем работы в приложении с базой данных, то Мгм. понятно, что это надо спрашивать. Да, А да. если у вас база данных не вращается, или она очень простая, там, условно, списка юзеров, то, по большому счету, я не Или вижу смысла, фронтенд какой-нибудь, в основном это фронтендовское приложение. или как полностью на фронте сидишь, что там точно этого нет. Но у всех написано, это, видимо, стандартно, это такие копипасты HR-овские идут. То есть, Да. ты должен знать SQL. Просто у нас все называют его Скуль. скулем. Да, Нет, скуль. я начал копать, так я сказал Скуль, я начал копать какие-то языки программирования 30-летней А давности, я это в помню, какой-то моем был такой. инфекционном пузыре все скулем называют, поэтому, на автомате. В SQL, и вот у всех я спрашиваю SQL. Там просто, условно, там веб-сайты, что у вас там, ни продажи, ни проведение каких-то транзакций, ни большая база данных. Зачем? Да, Просто есть нужно. такое. Нужно и нужно. Просто нужно. Вы как джуниор, а потом будете расти на битла, чтобы у вас это уже было. Но если буду расти, то, если понадобится, то я выучу в любом случае, потому Во-первых, что, за это время, пока будет работа идти, уже забудешь эти все синтаксы, все равно повторять его придется да. так или иначе. Это, мне кажется, трудно запомнить. Во-вторых, да, если на 7 Ну, минут не нужно. Ну, в принципе, что, ООП, Java, WebDriver, JUnit, вот если тестирование, соответственно, PyTest, если на питоне. Вот. Ну, собственно говоря, хороший старт. На питоне тоже довольно много тестов пишется так или иначе. Ну, в принципе, да. вот в поиске Python гораздо меньше, чем Java. Все хотят Java. Пока Хотя это что Java. так. Java, JavaScript, там через дроп идут. Я понимаю, что, я не смотрел, но я понимаю, что там очень похожий синтаксис у них. Вот. У кого синтаксис похоже, подожди? У Java JavaScript. То есть там Не, нет, это, нет. это совсем разные языки. Нет, это даже только название схоже. Java-то я учил в школе, но это было давно. То есть Java все вообще, называлось C. за что я люблю Java? Java – это статический язык программирования, в котором ты указываешь переменные, грубо говоря, в начале, ты говоришь инициализирую, перемена такая-то, и ты такой пишешь, и ты смотришь на этот код, и такой, я понимаю реально, как это все структурировано. JavaScript – это такая каша, в которой ты можешь в процессе выполнения программы решить, мне нужна эта переменная, а потом мне не нужна, а потом я поменяю, а потом изменю тип ее. И, короче, вот такая вот каша получается, в итоге такое себе. Python такой же. Python такой же, да. И из-за этого, естественно, многие любят, что можно быстренько написать все, а с другой стороны, эта быстрота потом аукивается при большом количестве кода. Ты такой смотришь, думаешь, господи. Вот. А Java я люблю, что там английскими словами там класс, extends, imports, там все четко прописано этими ключевыми словами, и ты читаешь, понимаешь. Поэтому его любят. Ну и, честно говоря, Java устарела тоже. Почему она устарела? Потому что пошли вот языки, вот тот же Kotlin, допустим, который все то же самое может написать там в 2 раза меньше кода, меньше мусора разного, потому что Java – это куча повторяющегося кода, вот.
Но все равно Java проще, чем тот же C++, Ну, который... Java это C минус-минус, многие называют его, Да, он да, более да, да, да. простой, чем C++. Но Да. C++ это ну, до сих пор базовая основа для писания Ой. десктопового, это точно. Доступных приложений... Ой, сейчас меняется все. Дело в том, что сейчас доступные приложения многие пишутся на, господи, как называется, на React, наверное. Нет, не на React, там другой фреймворк. Ну, грубо говоря, единый фреймворк, который на Мгм. JavaScript пишется, и на TypeScript, и там уже все меняется. Чтобы запускалось там на Mac, на Винде, на Linux, чисто C++ это немножко уже уходит. На Винде это Ну, C-Sharp, да. да, на шарпе, да. А что-то вообще на самом-то деле, вот я вот давно не сталкиваюсь с позициями на десктоп-тестировщика, допустим, Windows-приложений, либо Mac-приложений. То есть десктоп вообще как будто, вот я не знаю, как у вас, ребят, мнение, но такое ощущение, что десктоп уже толком и... Ну, то есть я последний раз, у меня вакансия, где я работал в десктопном тестировании, было очень много лет назад. В основном хотят вебку, либо мобилку. Десктоп что-то вообще как будто, не знаю, может, у вас иной взгляд. Специализированные приложения Да, обычно, которые обслуживают системы B2G. Там B2G. десктоп. Ну, business to government. А, да, Топ, да, может топ, быть. потому что там они очень сильно требуют, потому что вот у меня друг работает в французской фирме, они делают для аптек М, софт. Он там довольно сильно зарегулирован, то есть там есть и что-то государство оплачивает часть лекарства, и вот это все, и аптека несет уголовную ответственность за то лекарство, которое он человеку выдал. То есть, если врач неправильное лекарство выдал с аллергией и мгм. не посмотрел на аллергии, и фармацевт в аптеке выдал это лекарство, человек выпил, у него аллергия, И то то сядет того. фармацевт, Ага. то есть последний, кто он должен проверять. Поэтому у них, ну, так устроена эта регулировка, поэтому у них там именно вот десктоп. У них там, конечно, есть немножко веба, они сейчас переходят на тонкий клиент с толстого. Вот, Там ну дело... вот такая Да. история. А дело в том, что еще старые, я помню, приложения сейчас запускают, ну, не знаю, как сейчас, тоже банковские приложения, банковские запускали какой-нибудь в DOS-боксе, Мгм. каком-то в эмуляторе где-то еще запускалось. То есть там такая же система была. То есть что и так делали в том числе. Так что да, походу Сейчас специфически. я так на скидку, кроме ну, каких каких-то стандартных, там, не знаю, там, PDF-ридера, какого-то там, маткада, ну, и все остального, то есть таких специализированных, ну, приложений, либо просто там условно офисных, Мгм. десктопа практически нет, ты почти все делаешь в вебе. Да. Ну, Ну, вот либо это, на мобилке. На мобилке там именно ну, или приложение. на мобилке, да, то есть, ну, там, то есть, если брать комп, то вот, в основном ты в вебе и живешь. Все это туда Согласен. приехало, поэтому понятно, что спрос туда идет. Ну, там больше пишется, и людям удобнее, они не скачивают ничего, поделали, у них половину там в кубках все лежит, и не парится, вдруг там что слетит, у него все в облаке. То есть это ну, просто удобство. Ну и мобилки это аналогичная история. То есть это, думаю, такое развитие, ну, параллельное развитие с вебом. Они очень Причем все похожи. мобилки раньше из того приложения, если помните, представляли просто обычная обертка вокруг веб-приложения. Просто брали Да, 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 да. гибридные. И вот я как раз попал в сферу, когда в Гугле тестировали, когда тестировали именно такие приложения, которые открываешь, и там какой-то веб как будто бы завернутый вот в это, и открываешь, думаешь, господи, баг на баге, там еще от багов браузера зависело, потому что если там какие-то баги в браузере этого телефона, там еще вылазило что-то. Ох, это был ад. Потом Facebook придумал этот фреймворк React, и вот на фреймворке React уже пишут приложения гибридные, да, как будто, вот тоже Instagram, Facebook, как будто они на самом деле мобильные. На самом деле они написаны на JavaScript тоже же самом, вот, и они... И когда я тестировал вот недавно, у меня проект был как раз-таки, это был ад, потому что оно якобы универсальное, но на самом деле оно ломается, допустим, чинят для Android, ломается на iOS или наоборот. И постоянно такие проблемы, то есть это отдельный класс проблем. Ну, потому что сейчас даже Apple, ну, за счет точно компов, у них новые процессоры, и вот когда они ушли от Intel, они сейчас ARM, да, ARM чипы. На армии, ой, ужас-то, у меня, ну, просто я между занимаюсь музыкой, и многие записываются, ну, В на GarageBand? Logic и так далее, да-да-да, Logic. Garage, это, Logic и все остальное, Ага. и, говорят, это ужас, купили новый себе, на там М2, только вышел, думаю, сейчас классно, все круто, там еще видео занимаются немножко. И костылями подпирается это Да. все, потому что все сделано на архитектуре для Intel, а ARM немножко по-другому все это обрабатывает. Там Эмуляция идет, эмуляция. эмуляции идут, они съедают весь этот успех, ну, и иногда, пока вот не переписали,
это прям будет ад, он говорит, даже медленнее, чем на старых все это Мгм. работает, потому что этими костылями, патчами, там чуть ли не через день все это патчится, потому что это большая Да, проблема вот такого универсального. Не бывает ничего универсального. То есть, к сожалению, вот именно всегда так. это компромисс. Как раз-таки как человек, который на Маке сидел в 10 лет, я с 2010 годов какой-то сел на Мак, и вот я в этом году вернулся на винду, и хоть я плююсь от винды, говорю, господи, какая она ужасная, как оно все плохо сделано, но, тем не менее, конечно, да, этот переход, это был просто какой-то кринж. То есть как вот так можно? Все работало, работало, они сказали, опа, обрубаем. То есть ну, даже в компании, когда тестируют приложение мобильное, тестируют, допустим, на 3 версии вниз. Допустим, мы тестируем, что наше приложение работает на Android несколько версий вниз. А просто так наплевать на пользователей, просто переключиться и все зачеркнуть, но это, Там разработчики не успели ничего сделать. То есть, ну, там, это слишком мы мало времени. презентовали, а им сказали, ну, буквально, по-моему, ну, был тут такой небольшой скандальчик, по-моему, там за несколько месяцев сказали, что будет на ARM все новое, и они такие, а нам тестировать-то как? То есть, ну, там немножко процесс по-другому немножко там работает, немножко другая там. У меня Я уже были не могу сказать проблемы. точно. Да. Да. И это прям все, это был прям паника, особенно у профессиональных ребят, ну, все просто сказали, стоп, мы не будем обновляться, многие, кто Ну, вот, там наверняка ну, занимался. плагины были написаны под тот же Logic с помощью, ну, на Intel. Только ты Да, на переходишь, Intel. видимо, ну, да, А это да. все крашится, это не работает. Начали вот эти эмуляторы, то есть тебя ARM считает, говорит, что я Intel, значит, считается ресурсы довольно большие, чтобы это как-то запустилось. То есть, ну, вот когда они сейчас уже все нормально, сейчас до ARM все нормально работает уже, ну, сколько там, Время сколько, прошло, да. 5, Но у меня 6 эти лет. я на разработку, тут же Blender, разработку игр начал смотреть. На Маке делать нечего. То же самое видеопроизводство, мне кажется, многие плагины гораздо удобнее на Винде используют. То есть, ну, в конце концов, все пришло к тому, что Intel не мертв. Все думали, Intel Ну, умрет за 2 года, а он не умер. нет, не умер. И в ближайшее время не умрет. Да. Ну, а на кого? Ну, там есть две, там, грубо говоря, AMD-шка и Intel. Они вдвоем все. А мир, он все-таки виндовый в Пока более да. большей части, Ну, да. Винда То тоже есть пытается на ARM перейти, но пока не очень получается. У них есть своя версия, но как-то... винды есть свои вопросы, проблемы. До сих пор сижу на десятке и на 11 пока так. Мне говорят, что, ну, в принципе, М. уже можно. Ну, как всегда было, то есть XP, то есть вот до первого сервис пака было очень тяжело там жить. Он У хороший, классный, но тяжеловато. В первый сервис пак такие все выдохнули, все, надежная штука стала. Ну, там, в конце, там, у третьей Винды, строк. у десятки проблем уже через полгода закончится поддержка, да, там неизвестно. Ну, тут... И у меня некоторые машины на семерках работают и прекрасно себя чувствуют. Прям, Ну, ну, да, лишь бы задачу выполнял конкретную. то Слушайте, есть ну, в вот общем, я вот думаю, как... в принципе, обсудили все, что хотели на сегодня, даже немножко за другие вещи зашли. Я не знаю, если вам такой формат норм, может быть, еще Алену подключим и все такое, вместе собираться, периодически делиться каким-то, вот, и посмотрим, как получится. Ну да, получается, знаешь, что бывалый, начинающий, кто Ну, учится. И а я будет буду... еще кто учит. Не, на самом деле, что, резюме, я думаю, тебе по-любому нужно резюме делать, в том плане, что Да. а, у меня с Upwork какая ситуация была. Я что-то написал резюме, там ничего, никакие работы не приходили. Когда я сделал какое-то видео, просто рассказал о себе зарубежным заказчикам, они это увидели, о, Дмитрий рассказывал. А зарубежные заказчики очень любят, когда ты какое-нибудь видео презентуешь себя красиво. Там у меня YouTube-канал, я преподаю, я что-то рассказываю. И народ у них вот так, о, а он шарит. И даже если я половину из того, что сказал, там так себе херово шарю, скажем так, да, какие-то фреймворки, они не все знаю довольно. Они такие, о, это шарит. И они вообще без интервью, у меня в некоторые, вот, в некоторые пару проектов без интервью вообще полностью попал. Ну, как бы пообщался, типа, по душам, Да. типа, что делал, чем занимаешься. И то есть, я Да. говорю, вот классный шанс скипнуть всю эту ненужную кашу про SQL, если у тебя есть какой-то конкретный, ну, допустим, приложение, тоже советую создать приложение, и разместить его на гитхабе с тестами, чтобы можно было скинуть, сказать, вот, а я умею, вот я шарю, типа, вот у меня тут хоть что-то, то есть лучше, Да-да, чем это пустая хорошая мысль. страница. Да, очень Хорошая советую. мысль. Вер, я тоже советую сделать что-то, какой-то проект на гитхабе или что-то параллельно делать, чтобы, ну, потенциально, если уходить с этого проекта, а уходить по-любому, чтобы зарплату повысить, мне кажется, нужно, потому что, не знаю, в пределах одного проекта, одной Когда оно компании, придется, да. да, что он как-то очень нехотя на Ну, если повышение первое, идут. то где-то год тебе нужно, ну, отработать, потому что все просят от года,
Да, отработал где-то год, и уже ты уже не такой junior плюс, уже middle минус, и вот уже говорит, гораздо легче встроиться на более-менее. работу. Потому что это самое сложное — это попасть на первую работу. Дальше ты правда-неправдами работаешь, набираешься опыта, и дальше уже гораздо легче искать. 100% по-любому. Даже, То даже есть, Да, вообще я потому интершип, что не знала. ну вот. Даже за А, бесплатно можно пойти, наверное, первую работу. Не за бесплатно, но там 2-3 месяца стажировки, Я имею в даже виду. думала, я даже думала о том, что просто бесплатно куда-нибудь получать опыт. А так надоел этот завод, даром, что он стоит там тут напротив технопарков, которые там многие. О, технопарк, о, там такая сибирская метка для программистов, да. Мгм. Нет, вот. Уйду в курьеры, буду бесплатно ездить. Курьеры это вообще Только трэш. Они чтобы там улететь. курьер он по 200 тысяч получают, при этом работать. Не, работа, конечно, напряжная. Не дай бог кто-то да, кататься по городу. там они несколько устают, и там таскают и тяжести, и не тяжести, И и не работа все же тупая адекватные, абсолютно. и Голова работа не тупая работает. абсолютно, да. И сколько там, даже если будешь Ну, на какие-то заводе книжки это таскала слушать, тяжесть. Ну да. то ли дело Алюминиевые платы сварщики, для да? Ага. А сварщики, да, там хотя бы, ну там хоть какой-то скилл нужен, там хотя бы так. Да. Там На, это на на самом самом деле не деле, просто. Хороший сварщик, но он на вес золота сильно. То есть вот я вот постройку это, смотрю, точнее, я приезжаю на время стройки, и там за сварщиком там все очень уважительно общаются, потому что он скажет, то идите нафиг, и уйдет. он уйдет, да. А дело в Он том, уйдет что и... рано или поздно придет к тому, что люди рабочих специальностей, там, крановщики, не знаю, слесари разные, они станут вновь, мне кажется, сейчас уже начинается это, в Да. почете, потому что, типа, IT это хорошо писать код, но а людям, кто будет проводить разное там энергоснабжение и прочее, кто это будет делать, водоснабжение. Так что, да, Не, посмотрим, как. это такая волнообразная история. То есть, то, так называемые белые воротнички вылезают вперед, то снова синие. Ну, Коричневые синие, да. воротнички. Коричневые это, да. Ну, то есть имеется в виду то, что рабочие профессии. Да, да, да. Ну, Мы их любой уважаем, специалист, безусловно. да, их надо уважать, и к ним очень хорошо, ну, относиться с уважением, потому что и не надо хамить своему сантехнику. Никогда Вот вообще. никогда Это не точно. порекомендую, потому что иначе А что, был вдруг такой случится. опыт? Был такой опыт? А, нет, опыта не было, был опыт ремонта квартиры, когда вот от стояка все велось. И Ага. я такой, я понял, что как это должно быть, потому что, ну, советская постройка, там все же было сделано Да. немножко по-другому, поэтому там прям и электричество все занос с нуля, с щитка вели, то есть, ну, прям вот в бетон все превратил и обратно. И я увидел эту работу, я такой, я говорю, давай так, вот кран я могу купить подешевле, ну, давайте трубы, все это, чтобы потом я лет 20 то не залезал и ничего не текло. Давайте вот в этом. И вот там ребята вот такие, правильно понимаешь, кран-то он меняется, он снаружи находится, а трубу ты внутри, ну, тебе стену разбивать надо. Да-да. Мгм. Поэтому М, ну, они сами подвигли к этой идее, то, что давай ты сэкономи лучше там на кранах, некрасивые будут. Потом купишь красивые там, ну вот труба в стене, это очень важно. Конечно, важно. Изначально заложить Вот. лучше тогда. Да, то есть он говорит, давай сразу хорошее. Так что я после этого их совсем зауважал. Вот. Да. Ладно, И ребятки, что, автомеханику хамить не стоит. Че, Вера? Автомеханику хамить не стоит. Да, может сломать, что-то поломать. Да, да. Плохо, когда он сразу недобросовестный попался и так починил, что вот у меня Ну, лучше сейчас не опыт чинил, да, есть такое. Перелопатил. стоит. Ну, вот везде вопрос специалиста. Если человек хороший специалист, он всегда будет востребован. Это Даже точно. в вышивании крестика. Вот, то есть нет плохих профессий. То есть нужно будет А просто быть специалистом. самая большая Среди- проблема, что очень многие люди не умеют себя продавать, скажем так. Вот я когда на курсах тестирования первых был, он говорит, вы не умеете себя продавать, вы должны себя позиционировать. Я спец, я шарю. Не нужно говорить, ну, у меня мало опыта, я не знаю фреймворк. Нет, я шарю, я знаю, я разберусь, у меня там в компах опыт. То есть слабая позиция, а вот все, на интервью ты выходишь с слабой позиции, ты уже проиграл через 2 минуты. Они там что-то говорят с тобой и прочее. Ну, просто я помню, как я интервью провалил, не знаю, штук 30, наверное, прежде чем в тот же Google попал. Поэтому, ребят, это вообще не показатель.
Да-да. Проваленное интервью – это вообще, во-первых, не проблема, во-вторых, это сразу понятно, что провалишь, если начал там, ну, я там, что-то это, все, и, короче, они уже все, такие, до свидания. Так Ну, что, будем работать над Я собой, хочу скажу так. сказать, да, что открытие для меня, что, оказывается, с точки зрения эмоционального такого, да, опыта какого-то, ну, предотвращения эмоционального выгорания, да, мне повезло, что мы сидим все вместе, когда придумывается новая вертикаль, и все сразу сидят, и дизайнеры, и директор, который придумывает, как это с точки зрения бизнеса будет работать, что-то нужно. Ну и как я пришла, так меня сразу туда стали подтягивать на эти встречи, чтобы сразу мгм. думать, где что может поломаться, как лучше сделать. Это очень Пока у грамотный нас подход. такая чуть-чуть выросшая из стартапа компания, мы все в одной куче варимся, все между собой взаимодействуем, и вот так вот нет То есть такого нет деления, четкой вертикали, что да, он где там, виноват, он прав. ага. А виноват прав, это Да, ситуация, это такая обстановка, в которой работать невозможно, это все стандартно. Даже у меня ситуация, у меня, правда, вот на одном из проектов у меня такая ситуация была, что я точно залажал, все, короче, там из-за меня, то есть я что-то пропустил в тестах, я просто облажался, была у меня ситуация такая, вот. И компания не сказала мне ничего плохого, но они написали отчет после, естественно, расследования, да, грубо говоря, хорошая компания после любого сильного бага в продакшене делает расследование, и они написали: Дмитрий, вот а, они даже не написали, кто виноват. Но я понял, что я виноват. Они как бы намекнули, да, естественно. Но в отчете было написано, что окей, мы потеряли, у нас там не работала какая-то система час, мы за это время потеряли, там, это американская компания, потеряли там 15 тысяч долларов, ну, как бы для них, может быть, и не деньги, но просто какая-то сумма. Из-за того, что баг был, из-за того, что пользователи не могли купить продукт, они потеряли, допустим, за эту сумму примерно вот, где-то там 15 тысяч долларов. Я не помню точно сумму, например. Потеряли, случилось то, мы это решили, мы разобрались, мы поговорили, и прочее. И понимаешь, что расследование было, и думаешь, окей, в следующий раз я так делать не буду, потому что они на тебя никто не сказал ничего, но дали понять, что компании было больно от этого. Поэтому, да, зависит, конечно, от продукта. Иногда никакого ущерба нет, а если ущерб финансовый, особенно в больших компаниях, там, да, там отдельная история. Ох, да. ладненько, будем завершать. Слушайте, я Да. могу это запаковать в Яндекс.Диск, отправить в канал запись или куда-нибудь публиковать, или вы Я категорически не не против против. такой? Не Я против? не против. Вера, ты против или не против, если где-нибудь Я думаю, опубликую? Хорошо. Ладненько. Все, надеюсь, свяжемся еще, поболтаем. Да, конечно, конечно. Был Все. познавательно. я тоже надеюсь, что встретимся, да. Пишите, Полезно, я на здорово. связи, пишите в чате, да, тоже пообщаемся. Все, пока-пока, Всё хорошей хорошо. пятницы. Пока-пока. Встречи. Пока.